джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет. Даешь, молодежь, настроение в порядке. Даешь, молодежь, от Москвы до Камчатки. Даешь, молодежь, отдыхаем красиво. Даешь, молодежь, на экранах России. Ты в зоне веселья, ты вместе с друзьями. Пока молодой, повторяй. Даешь, молодежь, настроение в порядке. Даешь, молодежь, от Москвы до Камчатки. Даешь, молодежь, отдыхаем красиво. Даешь, молодежь, на экранах России. Даешь, молодежь. Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Не игра, а одна сплошная русофобия с прославлением русского мира. Данная игра представляет собой амбициозное продолжение постапокалиптической саги, но, как и у всякого грандиозного проекта, у нее есть свои скептики. Фракция Ганза, некогда олицетворявшая собой буржуазную, но при этом живучую Россию, в исходе подвергается переосмыслению. Ее мотивация кажется порой неясной, утратив былую прагматичность и решительность, хотя у бойцов Ганзы выбора нет. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. В контексте этого, появление каннибалов из Ямантау, несмотря на их присутствие в книге «Метро 2033», выглядит несколько искусственным. Исход, вводя каннибалов, словно возрождает тот забытый мотив, но делает это с иной, более прямолинейной угрозой. «Метро» — это не просто франшиза, она стала настоящим явлением в мире литературы и книг. Увлекательная и интригующая, она затрагивает глубокие и всегда актуальные темы, такие как выживание, человеческая природа и нравы. Это характерный пример того, как слияние книг и игр может создать вселенную, затрагивающую сердца миллионов людей. Это уникальная вселенная, заслуживающая внимания как любителей книг, так и геймеров. Она была создана Дмитрием Глуховским, который не только написал роман «Метро 2033», но и принимал участие в разработке одноименной серии книг. «Метро», расположенная под землей, и стала приютом для тысячи выживших после ядерной катастрофы. Но с прагматичной точки зрения невозможно прожить более 20 лет в конструкции, которая предназначена для быстрого перемещения людей. Вряд ли будут какие-то запасы и хорошо протянуть хотя бы полгода. А каждый станок – это отдельный мир, где сотни людей вынуждены существовать в непростых условиях. Атмосфера метро пронизана жестокостью, которая является неотъемлемой частью каждой книги и игры, но и предлагает глубокий анализ человеческой природы и нравов. Она позволяет читателю и игроку задуматься о том, что делает нас людьми, как мы представляем свое будущее и способны ли мы извлечь уроки из наших ошибок. Это не просто инструмент развлекалово, но и возможность еще глубже погрузиться в уникальную вселенную, проникнуться всем ее ужасом и трудностям. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Хан, стой! Разве религия делает нас людьми? Том Круз с тобой бы не согласился. Суть в мелочах, которые наполнены смыслом, и человек этот смысл и привносит. А без человека это всего лишь набор атомов без смысла. Перенос всех реалий 90-х годов, середины 90-х, в такой немножко карикатурной форме. Понимаете, в принципе, со страной происходит катастрофа. Эта война, нормализируя насилие относительно гражданского населения, силового вмешательства с огромными разрушениями, причиняемыми гражданской инфраструктурой, перекраивает, то есть нарушается огромное количество правил, сводов и табу, которые обеспечивают в долгосрочной перспективе целостность страны, и вообще этой войной формируются предпосылки
катастрофических В событий. его сюжете исход главный герой Артем опирается на свои субъективные мнения, которые, несмотря на их ошибочность, иногда, а бывает, что и всегда, оказываются правильными. Игра, как намекают разработчики, является копией других популярных игр с элементами православия, московского ОМОНа и параллелями с современными событиями в России. Разочарование выражается в недостаточной вариативности игры и проявлении безразличия разработчиков к персонажам, которых много и нет времени для их раскрытия. Отсутствие сопереживания и бессмысленные фразы персонажей также вызывают недовольство. Если не мы, то кто? А тут нас оці схопили. Там что, есть жизнь? Игра страдает от багов, нарушениями в сюжете и проблемами с анимацией и звуков. Критика включается в вопросе о логике событий, например, ракетный удар в Москве в 2033, который должен был раскрыть позицию столицы. Ведь из-за этого герои всего Вадвиля в исходе вынуждены были сбежать из города. В какое-нибудь более тихое, спокойное место. Замкат? Чтоб на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю. Ты купи просто себе пистолет, 2 патрона, убей Аню. Реально? А потом шмали себе. Там до сих пор спецоперации проходят. Да, нет войны, блин, как же. Брось в спецоперации, бог даст, мы отыграли. В общем, они скоро поняли, что видел я котлован. И давай мне про шпионов по ушам ездить. Когда антенны радиоподавления выключили, и эти антенны могли быть антеннами на прием сообщений, а не на блокировку сигналов. Ганза изображена с масками и дубинками, что еще раз усиливает аллюзии на ОМОН. Метро Исход, включая персонажей Мельника, Артема и Анну, а также их взаимодействие с фракцией Ганза. Ганза всегда символизировала современную Россию и выражается недовольство по поводу мотивации персонажей и вставки каннибалов из Ямантау. Но каннибалы были ранее в книге «Метро 2033». Доктор-студент недотепа в очках, интеллигентно выражаясь, желавший найти себе достойного собеседника, проповедующий пищу богов в человеческом мясе и возвращение к первобытному строю. И этот образ перешел к доктору в Ямантау. А вот в игре 2033 не было. И кто знает, может поэтому в исходе каннибалы появились. Эта деталь, что каннибалы были частью мира Метро 2033 в книжном формате, а именно в образе разлагающегося от идей первобытности доктора, действительно в игре Метро 2033 прямых аналогов этим каннибалам, поклоняющимся человеческому мясу, не было, но на их месте возникла община религиозных сектантов, которая тоже не упоминалась, а лишь в словах Павла Морозова «Луч надежды» про то, что где-то в метро каменный век. Но тут есть нюанс. В метро Исходе есть общины религиозных сектантов и каннибалов. Религиозными сектантами руководит персонаж, напоминающий Солженицына. Но для меня это Игнатий Тихонович Лапкин с Алтая. Тебя захватят и на виллу посадят. Ты в опасном месте живешь. Там, если заметят чужой женой был, тебя сразу разорвут на части. А у нас на Кавказе за это... У них на Кавказе за это, да. Дагестанская гора. Нос горбинкой, писька дубинкой. Таких еще поискать нужно. Когда весь государственный аппарат рухнул, и невольно приходится обращаться к сумасшедшим. В книге 2033 это одно общество с поклонением великому червю. Также есть вопрос о реалистичности и сложности геймплея, где игрок сталкивается с багами, что негативно оказывается на игровом опыте. И при этом, что у Глуховского было много идей, но у разработчиков не было времени на их реализацию. Локализация игры обсуждается ее сильной стороной, особенно в сравнении со Сталкером. Недочеты в работе игры от мелких визуальных артефактов до более серьезных проблем подрывает погружение и вызывает фрустрацию, что особенно обидно, учитывая, что на игру разработчики потратили целых 5 лет, добившись впечатляющих результатов. Да твою ж мать, заедающие лодки. Эй, боец на задании! Нехер его нагружать всякой ерундой!
Я полагал, что ключевые персонажи и оставшиеся спартанцы возьмут на себя миссию по возрождению Ордена и приступить к разработке плана по эвакуации из метро, учитывая критическую нехватку ресурсов и ограниченность жизненного пространства. Я видел в персонажах не просто бойцов, но и будущих лидеров, призванных сохранить остатки былого и начать разработку стратегии выживания в условиях метро. Именно по этой причине отряд Мельника следует указаниям невидимых наблюдателей, направляется на разведывательную миссию, полную неизвестности. Под невидимыми наблюдателями подразумевается руководство московского метрополитена, а именно начальство в полисе, которое полностью отказалось от своих обязанностей, оставив людей на произвол судьбы, лицом к лицу с мутантами, человеческой жестокостью, порожденной безысходностью, в то время как само руководство наслаждалось покоем. Действительно, в Ямантау сосредоточены лучшие специалисты. Однако разработчики, стремясь избежать предсказуемости и добавить глубины сюжету, решили переосмыслить первоначальный замысел, введя элементы борьбы с системой и аллюзию на «Войну и мир» Толстого. Еще во вселенной «Метро 2033» Андрей Буторин в романе «Север» про Мурманск, полярные зори, отдаленные регионы. Значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. Артем! На Артеме мир не сомкнулся. Вы бы почитали хотя бы одну книжку и поняли бы. Это лучше, чем чаты. События всех книг разворачиваются в той же игровой вселенной, когда Артем ловил приемы. И вместо ожидаемого укрытия для лучших умов, бункер в Ямантау предстает как символ краха. Здесь, среди последних остатков былой власти, выясняется, что правительство и персонал стали жертвами собственной жадности и некомпетентности. Нехватка продовольствия, ставшая следствием хищения бюджета и своеобразного самонаказания, привела к трагическому финалу. Эта картина вызывает ассоциации с «Терминатором 3», где, правда, руководство просто не успело добраться до спасательного бункера. В то время как в Ямантау они успели, но погибли от рук собственной безысходности, порожденной ими же. Альтернативный сценарий мог бы усилить драматизм, включив в повествование фигуры выжившего президента России. Представьте, все обитатели бункера, обезумевшие от голода, начинают пожирать друг друга, сваливая всю вину на отчаявшегося президента, который становится объектом жестоких издевательств. В этот момент мог бы появиться американский персонаж Сэм, сумевший освободить измученного старика, который, потерпев столько страданий, уже искупил свои грехи. Но, как бы то ни было, первоначальная мотивация Мельника казалась недоработанной, невыразительной. Человек склонен к ошибкам, и главный герой не может быть во всем прав, ведом лишь абсолютной правотой. Но что, если бы в данной ситуации Мельник, вопреки всем ожиданиям, оказался прав? Что, если бы его, казалось бы, безрассудные действия на самом деле были единственно верным путем, продиктованным не только инстинктом выживания, но и прозрением, недоступным остальным? Эта мысль открывает простор для дальнейших размышлений о природе героизма, ответственности лидера перед лицом катастрофы и тонкой грани между праведностью и безумием. Возможно, именно такое развитие событий позволило бы глубже раскрыть характер Мельника, показать не только его физическую силу, но и внутреннюю стойкость, граничащую с пророческим даром. Если бы его действия, изначально принятые за ошибку, в итоге привели к спасению, это стало бы мощным катарсисом для всех выживших и кардинально изменило бы восприятие его роли в общей истории Ордена и их борьбы за выживание в мрачных реалиях метро. Но дополнение «Два полковника», думаю, хорошо раскрывает суть Мельника и продолжение жизни в тоннелях новосибирского метро и закономерному смертельному результату. И понимаешь, что это ждет московское метро, и историю продолжать бессмысленно, и лишь дальше расширять вселенную, где дальше была пробная история Сэма. Речь пойдет о сцене в вагоне в игре Metro Exodus, где отечественные спартанцы уезжали от той самой деревни Увек,
в Саратовской области. И в числе прочего была поднята тема про Аустерлицкое сражение. У Чехова солнце, Аустерлица и раненый офицер. Сила образа большая. Я тогда пропустил мимо ушей, хотя странность заметил, но не придал значения. Спустя время меня ударило, и я осознал, что речь идет о романе «Война и мир». И, конечно, это Лев Толстой. Поэтому в конце реплики смех. Солнце – ожидание триумфа и вера в командование. А раненый офицер – крах ожиданий, когда во что верил, разрушается, и вечно только небо. Лев Толстой уделяет особое внимание психологическому состоянию героев, их героизму на фоне хаоса и паники, а также противопоставляет жестокость битвы красоте природы. Ты поставишь лайк ролику, а если что не так, отправишься в котлован.